Здравствуйте, дорогие зрители! Совсем недавно эта самоделка уже появлялась у меня на канале в качестве небольшой вставки, где я спрашивал, в каком еще корабле я использовал болт-джойнт для крепления орудия. Но кто ж знал, что совсем скоро она получит свой полноценный выпуск. Знакомьтесь, ракетный катер Токсоид, некогда бывший Крестраж. Самым заметным изменением стало то, что у него полностью переработана цветовая гамма. Теперь она у него хотя бы есть. А еще она желто-черная, под стать корпусу, благодаря которой он и получил свое название. Основная функция тоже изменилась. Теперь она использует комбинацию вот такой и вот такой детали, что позволило увеличить ход еще на 2 пина. Однако возникли небольшие проблемы с ее демонстрацией, потому что нужно вот так вот эти детали оторвать, потом обратно прилепить, и только после этого можно показывать, как она там ходит. Возник небольшой риск заеданий в стыках между тайлами. Благодаря увеличению хода в корму удалось поместить боеприпас большего размера. Также в конце мне бы хотелось показать альтернативный вариант скользящего механизма на случай, если у вас нету таких деталей. Альтернатива лишена риска заеданий, однако слишком легко ходит. Внутри корабля теперь тоже все затайлено, а ракеты крепятся на 2 детали переходника с 3 на 2 пина каждая, а не на 2 переходника на обе ракеты. Да, вот тут тоже не очень хорошо держится. Вот почему-то вот эта дверца держится хорошо, а вот это вот не очень. Хотя детали одной и той же фирмы, там детали везде лего. Для управления все так же достаточно 2 пилотов. А вот декоративные бронелисты теперь не имеют зазоров между собой и рубкой. Работа была проведена и над носовой частью. Теперь здесь ничего не отваливается. Что ж, а по изменениям на этом, пожалуй, все. А значит, приступаем к сборке.
Ну вот и все. Мы собрали. Только вот, что касается электронной версии корабля, как и возможности воссоздания данной самоделки, есть одно огромное увы. Вот этой детали, оказывается, не существует в Лего. What the fuck is this? I don't know. I don't know. Это просто какая-то деталь Шрёдингера, ибо ее нету ни в программе Studio 2.0, ни даже в Lego Digital Designer, который разрабатывался непосредственно самой Lego. Да, честно, я немного побаивался применять силу, чтобы ничего не сломать, но в итоге мне все же удалось аккуратно оторвать верхнюю пластину и найти артикул. А ведь я даже не знал, насколько это уникальный образчик, когда его коммуниздил. Так что пришлось выкручиваться, собирать аналог этой основы из отдельных запчастей. Помимо этого, здесь используется цепь кастомной длины. В электронной версии используется веревка, но она ощутимо длиннее. Помимо этого, подъемный механизм ракеты использует одну китайскую деталь, которая, по крайней мере раньше, очень часто встречалась в наборах. Не знаю, как сейчас. Там использована аналогичная по функционалу версия, которая, правда, на 2 цилиндрика уменьшила длину боеприпаса. В описании я прикреплю сразу 2 версии этого корабля, эталонную и реализуемую. Отличаются они только цветами. Первый вариант, как понятно из названия, имеет идеальный внешний вид, а второй состоит только из тех цветов, что можно купить. На бриклинке эту самоделку прикреплять буду, там оба корабля будут в рамках одного файла. А на этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр.